Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind. Сегодняшнюю серию мы начнем с того, что снова будем прокачивать нашего персонажа. Давайте вспомним, у нас 6 уровень, 6 из 10 навыков у нас повышены. Бонус на интеллект мы уже сделали. Теперь нам нужно подтянуть либо силу воли, либо привлекательность. Я бы даже, наверное, знаете, сосредоточился в большей степени сейчас на привлекательности, потому что сила воли у нас нормальная. Для продвижения, по крайней мере, по гильдии магов этого более чем достаточно. А вот по поводу гильдии воров, в принципе, тоже ситуация такая терпимая. Пока что, да, но вот привлекательность и ловкость здесь являются приоритетными. По привлекательности у нас, по сути, из вот таких маловажных навыков ничегошеньки и нет. Привлекательность у нас вся вот здесь вот. Торговля, видите, красноречие. Да. Поэтому мы сейчас отправимся. Сначала сделаем парочку заклинаний. Я думаю, что прямо здесь. А именно, завысим себе торговлю и красноречие на 100 пунктов. Чтобы не тратить бешеные деньги на обучение, это вот один из путей. Тихо. Ну это да. Создание заклинаний. Значит, нам нужно увеличить навык. Торговля на себя 100 пунктов. Давайте пару секунд, чтобы у нас был некоторый запас, потому что некоторые персонажи мечутся, и их нужно поймать. Цена, конечно, существенно возрастает, но в относительных цифрах, но фактически это все равно еще дешево. Я, пожалуй, воспользуюсь вот таким вот моментом, чтобы в списке эти заклинания были впереди. Только надо без ошибок писать. Так. И аналогичным образом мы повысим красноречие. Вот оно. Тоже на себя, тоже 100 пунктов и на пару секунд. Вот. Далее. У нас мистицизму учат, как мы в прошлом эпизоде выяснили, учит Сцинк, но не только он. На нашем таком этапе, в принципе, Сцинк мне не очень нравится. Поэтому я вот думаю, что мы посетим другого чувака, который находится в местном форте. Я, конечно же, подсмотрел насчет него. Он интересен тем, что не только занимается обучением, но и покупает всякие алхимические товары. И, возможно, и инструменты. И вот с ним мы и пообщаемся. Вот он. Зовут его Арнант Лирик. Давайте мы используем сразу же красноречие, чтобы повысить его отношения. Заодно прокачаемся немного через это. И в последующем я думаю, что этой возможностью нужно пользоваться, потому что красноречие у меня прямо очень низкое. Но, к сожалению, вот все равно, видите, даже с учетом завышения нам сложно до 100 поднять отношения. 90. И успех далеко не каждый раз. Но чем выше отношения, я так понимаю, тем менее вероятность
тем меньше вероятность успеха от этого убеждения, потому что оно, как мне помнится и кажется, наиболее требовательно к нашим параметрам. Ну, 91 пока. Смотрим. Вот он продает и покупает алхимию. Насчет... Нет, к сожалению, инструмента он не покупает. 250 монет у него. И мы сразу же... Ну, не сразу, а через завышение торговли. Смотрим, почем у него обучение. А с учетом завышения торговли, обучение стоит всего 125 монет. Берем себе. Обучение. Сейчас почему-то дешевле. Что-то я не понимаю, как это работает. Так. Только вот надо повысить торговлю. И попробуем вернуть часть денег. Значит, у него теперь 469 монет. Я вот набрал зелий на продажу. Давайте попробуем прямо вот так, в наглую. Смотрите, и у меня уровень. К сожалению, я, конечно же, не повысил мистицизм до 60. Мы получили бонус к привлекательности 2. То есть x2. Ну и по сути нам сейчас нужно бежать, повышать уровень. Так и сделаем. В этот раз без снов обошлось, но шрифт по-прежнему не виден. Естественно, мы берем интеллект, берем, давайте, привлекательность и традиционно удачу. Окей. Итак, теперь у нас 7 уровень. 0 из 10, никаких бонусов нет. Хорошо. Я думаю, что пора навестить Кая, посмотреть, какие у него есть для нас заклинания. Не заклинания, господи, задания. Так, вот этот тоже мы пока выкладываем. Ну, а дешевые вот эти зелья я, наверное, потаскаю. Ну, дешевые в смысле веса. Так, и инструменты тоже я выложу. Вот. Не забываем сохраняться. Вроде бы все у нас есть, но сейчас наш Кай, он даст нам задание, не связанное с битвами. По-моему, он направит нас обратно в Альдрун к Эшлендеру. Ну, давайте по порядку будем все делать. Кстати говоря... Нет, мы же не повысились. Рано еще нам к Ажире идти. Туман какой-то. Видимость хреновая, к сожалению. Также я думаю, что сегодня мы сможем выполнить несколько заданий гильдии воров. Если успеем. Пришло время. Так, здесь, да, к Эшлендеру, Хасуру Заньцубани. Но он тут говорит, что ему нужен подарок и дает нам 100 монет, чтобы этот подарок, собственно, купить. Хасур этот находится в таверне Альцкар. Угу. Приятно познакомиться. Делаем возврат и бежим в этот Альцкар. Конечно же, мы все знаем, что способов выполнить это задание несколько. То есть не задание выполнить, а завоевать расположение этого Хасура. Я пойду по самому простому пути, просто в лоб, приду к нему и спрошу, что он хочет.
Я думаю, что ни с каким подарком мы заморачиваться не будем, а просто поднимем отношение его. И таким образом, как бы, вопрос с подарком будет снят. Прочие способы завоевать его расположение я, по-моему, уже показывал в каких-то своих предыдущих похождениях. Ты наверное, смотрела на меня. Да? Как мне ей сказать, что она меня не интересует? Да, в чем дело? Да, вообще не хочу с тобой ничего общего иметь. Так, Мне кажется, мы... красноречие. Давайте сразу же повысим отношения. Прямо 93. Удачно. И спросим его насчет дела. Вы хотите узнать больше об Ишлендерах. И что же конкретно вас интересует? Что насчет подарков? Интересный вопрос. Подарок является знаком вежливости среди незнакомцев и знаком любви среди друзей. Что касается незнакомцев, подарок означает, что вы учтивы и предусмотрительны, а также уважаете желания и нужды других. Это может оказаться полезным для торговцев-путешественников. Продуманный подарок другу – это нечто личное и требует особого искусства, так как особенно важно, насколько подарок подходит тому, кто его получает. Понимаю, говорит, ты хочешь подарить мне уместный подарок, но не знаешь меня достаточно хорошо, чтобы выбрать такой дар. Или не можешь найти или позволить себе дар, который считаешь подобающим. Хорошо, давай возьмем твою искреннюю мысль и доброе намерение как знак твоего подарка. Ты вел себя учтиво, и мне хочется помочь тебе. Ну, то есть видим, что просто завышение отношения, вот в данном случае 90, но точную цифру я не знаю, оно как бы приводит к тому, что подарок как таковой не требуется. Итак, что насчет Ишлендеров? Рассказывать, говорит, слишком долго. Вот те записки, но спроси, и я отвечу. О культе Нарыварина он говорит вскользь, что только среди членов племени Уршилаку он распространен, этот культ, остальные относятся более прохладно. Ну, тут он про обычаи рассказывает, в общем-то, все это мы знаем, плюс-минус. Про обычаи и вежливость тоже, это не так важно сейчас. Главное, что мы получили записку для Кая. И, в общем-то, можем У меня много других. возвращаться с этим, собственно, к Каю. Также я, наверное, знаете, ну, не сейчас, позже, после Кая мы зайдем в гильдию воров местную, и там возьмем задание. Балмору. Как дела? Дела хорошо. Дела движутся, но как-то вяленько. Потому что прокачка у нас застопорилась. В принципе, я думаю, что вот где-то 70-80 параметр интеллекта, там силы воли, привлекательности. Ну, до привлекательности еще далеко, а вот интеллект мы уже качнули неплохо. И может быть имеет смысл сейчас сосредоточиться на бонусе к силе. Потому что мы начинаем такие дела, где будет обилие ценного лута. Соответственно, потребуется грузоподъемность. Так что вот такие мысли. Значит, нас здесь благодарит Кай и направляет к Сулматулу Небани Месси в лагерь Уршилаку. Говорит, что мы соответствуем пророчеству, но нужно всю информацию проверить. Дает расшифрованное послание, 200 монет тоже на какие-то представительские расходы и советует посетить форт Лунной Бабочки для вот этого дополнительного снаряжения. Ну, там свитки зелья, я не знаю. Наверное, мы эту рекомендацию проигнорируем. Угу. Так, ну это тоже не прямо сейчас. А сейчас мы отправляемся в гильдию воров. Здесь некоторая сложность с тем связана, что вот эти ребята, они нам
А нет, я думаю, что не помешает. Я думаю, что мы сделаем очень нагло и просто, а именно поведем себя не как вор в этом задании. Я напомню, что первое задание здешней гильдии воров — это обчистить гильдию магов. Все маги отсюда выезжают на время, и остается только один охранник. Охранник этот палит нас жестко, прямо на входе. Вот, нужно танта вот это добыть. Палит он жестко, и в принципе его даже можно завалить. Но можно просто игнорировать. Сохранимся. Не забываем сохраняться, потому что тут можно накосячить. А можем, в принципе, даже воспользоваться усмирением, чтобы он не мешался под ногами. Давайте восстановим запас сил. Вот он сразу здесь стоит. Делаем вот так. И больше он нас особо не потревожит. Нам нужен вот этот сундучок. Здесь уровень замка 65. Давайте воспользуемся заклинанием. Прятаться здесь не нужно. Вот она, эта танта. Стоит 157 монет. Призывать кинжал. Да, тут раздаются голоса о том, что одержи вора и все такое, но штрафа никакого нет, и из гильдии нас не выгонят. Также нужно вот эту книжку подхватить. Она потребуется. Ну и все. В принципе, можно и проваливать отсюда. Так. Давайте проверим, что никаких штрафов нет. 0. И из гильдии магов нас не поперли. Несмотря на то, что, в общем-то, спалили. Но он спалил только момент проникновения, а момент кражи остался без внимания. Так, да, был страж, но это нам никак не помешало. Отдаем танта, никакой награды нет. Ну, кроме того, что мы, подразумевается, прихватим там в процессе. Следующее задание — шлем мастера Ридаран, который я уже тоже приватизировал. А здесь уже 1000 монет нам дали. И теперь нам нужно спереть книжку в постели с Баэтой. Так, у Гандозы Арабар. То есть нам нужно бежать в район поместья, поместье Арабар, и там искать эту книжку. Она, конечно же, находится в сундуке, запертом. Я думаю, что нам неплохо было бы посетить этот храм с тем, чтобы восстановить ману, чтобы не расходовать бутылки. Тут вот отспавнился вот этот наездник, который вечно мешается возле храма. Но благо радиус агро у них сейчас небольшой, и он Давайте посмотрим. нам не помешает. По-моему, эти нам не помогут, эти алтари. Нам нужен алтарь трибунала вроде бы. Да. Вот. Ману мы восстановили. Смело бежим. Может быть, мы разживемся какими-нибудь еще полезными предметами там в этом поместье Арабар, пока будем искать книгу. Потому как плана поместья у меня в голове, конечно же, нет. Звучат в комментариях предложения вступить в имперский культ, в храм трибунала. Но что-то мне не хочется, честно говоря, потому что и то я, кажется, уже показывал. Наша задача осилить сюжетную линию и, может быть, покуситься на дополнение. Но как минимум на трибунал. Виним, значит, Арабар — это вот это должно быть. Да. В дополнениях будет тяжело
гораздо тяжелее, чем сейчас. Личные покои. Наверное, здесь где-то. Возможно. У меня куча дел, так что если не возражаешь, пойдем. Так, ну здесь одежда, посуда, всякое барахло. Для нас пока что бесполезное. А вот ингредиенты я, пожалуй, прихвачу. Немножко поиграв, я вот понимаю, что я совершил ошибку при создании персонажа. Нужно было, конечно, по-иному распределить главные и важные навыки, чтобы облегчить прокачку. Здесь тоже ничего интересного нет. Но будем играть с тем, что есть. Тут посуда. Неинтересно. Так. Значит, нам, в принципе, не сюда. Спальня. Наверное, здесь. Тут стражник ходит. Пускать его сюда нельзя. Это, собственно, сам Арабар. Хорошо, но давайте скорее. Тут еще один шлем мастера Редаран. Но книжки вроде бы здесь нету. Ценное барахло вот это вот стоило бы прихватить, я думаю. Как-нибудь так встать, чтобы они оба меня не видели. Сохранимся, давайте телекинез используем. Забираем все. Что у них тут по книжкам? Давай скорее, я не могу целый день тут с тобой стоять. Ну, книжки не обучающие. Так, а вот здесь вот что? 10 уровня и 25. Блин, как они стоят неудобно. Как же неудобно они стоят. Но очевидно, что книжки здесь нет. Ладно, парить мозги не будем. Как бы вот еще стражника этого удалить. Так, вот здесь, по-моему. Гондоза, действительно. Но сама эта гондоза нам ничем не поможет. А здесь довольно просто будет, получается. Потому что ширмы вот эти нас закрывают. Тут бухлишка, тут книги. Ненужные нам. А вот нужный нам сундучок. Уровень 75 и ловушка. Ну давайте качнем немножко наши навыки. Да что такое? Так, ловушка сработала, к сожалению, частично была поглощена. Так, 2 скумы и книжка. Хорошо, и вот еще у нас есть какой-то шкафчик. Замком уровня 15, который мы успешно взламываем и получаем ценное барахло. Она немножко ходит, видите, то есть в принципе она может нас спалить. Ну что, все получается, да? Давайте еще пробежимся. Там вот я видел двери. Тоже какие-то, видимо, личные покои. Здесь может быть
ценный шмот. Например, вот пояс, одежда вот эта. И вот это тоже не побрезгуем. Так. Главное, амулеты крутые. Найти побольше. Так, пустая комната. На шкафу ничего. Ну, возьмем. Золотишком тоже не побрезгуем. Тоже пустая комната. Тут обучающая книжка. 35 уровня замочек. Не будет нам препятствием ни в коем случае. Возьмем. Столько одежды нам, конечно, может не понадобиться никогда. Но чтобы был выбор. Так, здесь я уже был. Бумажка. Ее, кстати, можно использовать для создания свитка. Из какого-нибудь маленького камня. Почему нет? Блин, ну сколько же можно-то? Особенно этих юбок. У меня будет целая куча. Ну, последнюю комнатку обшарим и будем возвращаться. Амулетов мало, к сожалению. Видимо, уровень недостаточно высокий у меня. Если прийти сюда высокого уровня персонажем, то амулетов и колец крутых можно набрать много. Тут вообще барахло бесполезное. Да, возвращаемся. Сразу же скинем лишнюю одежду. Немного разгрузимся. Буквально вот один амулет я прихватил. Вот так. И в гильдию воров. Непогода продолжается. Но визуально, видите, со стороны Красной горы дует. По крайней мере, вот мне так кажется. Вот оттуда четко. Нет, хозяин. Нет хозяина. Добыл книжку. Амулет обширного безмолвия, кольцо хамелеона. Смотрите, как прекрасно. Насчет заданий. Да, ну и вот эту книжку мы тоже успешно приватизировали. 1000 монет нам дали. Так. Нужен металл. Обрезки металла в большинстве думерских руин. А сколько обрезков? 4 обрезка нужно. Хорошо. Пока что возврат. Я сказал возврат. Давайте восстановим ману. Придется разгрузить мне инвентарь. И, наверное, будем готовиться к походу в лагерь Урашулаку. Так, заценим еще предметы, которые он нам дал.
Кольцо хамелеона 10%, всего на 10 секунд. И какое-то кольцо обширного безмолвия, вроде бы. Или амулет. Да, амулет. На 10 секунд, кстати, на удаленную цель. Неплохо. 150 зарядов. Это при моих навыках. При моих навыках. 20 на 50 на 7 получается использование, да, где-то. Где-то так. Вот. Неплохо против магов. Я думаю, что мы будем использовать. Выложим книжки. Записки вот эти вот. Кстати говоря, не забрал Касадос у меня эту записку. Также выложим ингредиенты. Химичить мы, я думаю, сейчас не будем. 6 камней душ великих. Маловато, конечно, но... Так. Скуму тоже я выложу. Сейчас она нам не понадобится. Да и вот эту ступку я тоже, пожалуй, выложу. Вряд ли мы там что-то будем химичить в дороге. Значит, в принципе, мы готовы в целом. В целом среднем. Единственное, что... Знаете, я, наверное, схожу еще в Садрит Мору. Там, насколько я знаю, можно купить заклинание восстановления запаса сил и поглощения здоровья. Но не в гильдии магов, вроде бы, а в храме. Как ни странно. Но с восстановлением запаса сил еще понятно, а вот поглощение здоровья Что я могу для вас сделать? как бы в храме. Продолжайте. Давайте, знаете, как восстановим запас сил и используем торговлю, чтобы было подешевле. Вообще и отношения бы повысить, а без завышения это будет довольно сложно сделать. Поглотить здоровье. Ну, 50 монет, ладно, сильно жадничать я не буду. Поглотить запас сил подороже. Так, а где у нас... Вот, восстановление здоровья, 137 монет. Ладно. Бог с ним. Сразу же, пожалуй, создадим заклинание. Восстановление запас сил на удаленную цель. Для нашего орка. Я думаю, что где-то 50 пунктов будет нормально. Цена небольшая. И шанс 100%. Давайте тогда больше сделаем. Что нам? Смотрите, мы даже можем 100. Цена, конечно, возрастает применение. Но зато наверняка восстановит значительное количество. Да, так и сделаем. На цель. Вот так. Вот оно. Можно, кстати, сделать одно заклинание на восстановление запаса сил и на лечение. Пожалуй, да. Но, конечно, оно будет попроще. Скажем, 30 пунктов запаса сил на удаленную цель. И здоровье на удаленную цель. Скажем, те же 30 пунктов. И шанс хороший, но стоимость, правда, конская. Как-нибудь надо его назвать так, чтобы...
Лечение плюс 30 пунктов. Вот так, наверное. Так. Ну и возвращаемся. Теперь смотрим на нашего орка. Гражданин. Немножко молоточков, 2 меча, броня, вроде бы вся целая, я ее чинил. Ну и все. Отправляем его в Гнисис, да? Или даже в Холл. Давайте в Холл. Ну и сами, соответственно, тоже отправляемся в ту же сторону. Чем могу помочь? Путешествие в Хуул. Куда хотите отправить? Да я уже отправился. Вон наш орк бродит. Отсюда, к сожалению, нам нужно выдвигаться пешочком. Несколькими путями можно идти, но мы пойдем по воде. А наш орк может ли ходить по воде? Левитация у него есть, а вот хождение по воде я не сделал. Давайте, наверное, прямо сейчас и компенсируем эту несправедливость. Так, не очень хорошо получается. Вот так сделаем. Не хочу, чтобы он тратил дорогие заряды оружия и прочность оружия на мелких мобов. А нам надо какую-нибудь мелкую душонку. Вообще, может быть, даже посетить какую-нибудь гробницу и зачаровать орку хождение по воде. Я хочу еще проверить, будет ли он в принципе пользоваться таким зачарованием. Так, ну гробницы я что-то никакой не вижу. Хотя бы какую-нибудь душонку типа этого духа предков или что-нибудь такое. Не крысу, потому что крысы это совсем как-то беспонтово. Да, немножко придется отклониться от маршрута, потому что ходить по воде наш орк не умеет. И как-то здесь бедновато с фауной. А вон какая-то гробница. Давайте туда направимся. Параллельно, конечно же. Ну, собирать траву сейчас не с руки. Места мало в инвентаре, поэтому просто идем. У меня хождение по воде есть, по-моему, в заклинаниях. Давайте проверим, чтобы я не оказался... Да, хождение по воде на 60 секунд. Этого вполне достаточно. Вот она и гробница. Саренов. Сохранимся. И не просто сохранимся, а восполним запас сил. Готовим сразу же заключение. О, здесь нет лестницы. Так, а тут вот такие вот ребятишки. Еще и скелет. Так, в скелета я ни хрена не попал. Так, что-то наш орк там мутит. Какую-то херню. Меч не призывает. Это плохо. Куда побежал? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Отвалите.
Вызываем. Кого мы вызываем? Я думаю, что ходячего трупа. Но он сейчас, конечно, тут сильно-то не навоюет. Так, что-то пошло не по плану, друзья. А именно, все пошло не по плану. Слетели мои заключения. Орк прибежал. Так, скелета завалили вроде. Но там их набежала целая куча. Всяких разных причем. Как-то надо пробить по скелету, но мешает трупак. Так, есть. Один захват есть. Давайте полечим нашего товарища. Так, есть. И они ведут в большой камень. Вот это плохо. Скелет воин. Тут мелкие. Мелкие ребята, не буду я их захватывать. Даже духа предков нет. Да, что-то как-то все это заняло непозволительно много времени. И себя тоже полечим. Вряд ли у них есть что-то ценное, но вот камни душ, разве что. Причем вот эти вот совсем мелкие для нас уже фактически бесполезны. Че, и все, что ли? И все, получается, тут больше никакого прохода даже нет. Но я думаю, что это не помешает нам зачаровать какой-нибудь полезный предмет для нашего орка. Только надо залутать тут все. Еще какой-то сундучок. Блин, и тот заперт. О, а здесь богато. Богато. Так, давайте возьмем у него что-нибудь. Что мы можем зачаровать? Надо было все-таки камни ему не отдавать. А то получились у нас, израсходовались вот эти вот большие. Что мы можем для него зачаровать? Давайте попробуем зачаровать ему пояс вот этот вот. Да. Восстановим запас сил. Применим наше заклинание. Зачарование. И смотрим, значит... ну, скелет воин совсем как-то мелко. Трупика. И, кстати, силу бы ему восстановить тоже не помешает, наверное. Берем пояс. Хождение по воде. На себя. Даже, наверное, это слишком много. 30 секунд. Смотрите, а шанс все еще 100. Я думаю, что вот так нормально будет. При использовании. Отлично. Предмет мы создали. 330. Хотя нет, в принципе, у него сила не повреждена. Отдаем ему пояс.
Отдам я ему эту катану, чтобы он не парился с призывом. Клейморы пока поберегу. Да, и камни, пожалуй, тоже заберу. Ну что, на этом, наверное, я буду серию заканчивать. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.